Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей, вы на канале Календарь Рыболова. Около недели назад я вернулся из похода, в котором безуспешно пытался поймать сазана. Пробыл там 7 дней и результатом был недоволен, потому что ни одного сазанчика не было поймано. И вот спустя неделю я возвращаюсь на то же место с целью взять реванш. Я записываю это короткое видео, потому что обычно, идя в новый поход, по дороге вспоминаю, что же я мог забыть из важных вещей. И похоже, что вспомнил. Скорее всего, я не взял спички. Да, вот такой с меня турист, что может пойти в поход с ночевкой и без спичек. Ну и, собственно, записываю коротенькое видео, чтобы как можно быстрее его выставить в YouTube. И, возможно, получу какие-то советы от зрителей в комментариях. И уже сегодня вечером мне, надеюсь, удастся добыть огонь. На практике ни разу в жизни не пробовал я добывать огонь как-то из подручных средств, кроме как спичками или зажигалкой. Единственное, конечно, в теории-то я понимаю, какие могут быть способы. Например, в детстве разводили огонь с помощью увеличительного стекла, линзы, фокусируя солнечный свет на какой-то бумажке. Вот. Ну, пытался после просмотров фильма про индейцев развести с помощью палочки, крутя ее в руках, ну и с помощью трения пытаясь вызвать огонь. Но с палочкой у меня точно ничего не получилось. Вот. Но еще то, что пришло в голову, это с помощью батареек из фонарика. Там у меня, правда, стоят литий-ионные аккумуляторы, которые, как я видел в видео в интернете, имеют такую способность взрываться и очень сильно гореть. Вот. Я не знаю, если замыкать их для того, чтобы получить искру и добыть огонь, не сильно ли это будет опасно. Ну вот я уже и на месте. Вот то самое дерево, которое бобры пытаются завалить, но кажется, оно им не по зубам. Как я и предполагал, речка разлилась, но вроде бы не критично. Я ходил вот там по тропинке, но в принципе она полностью не затоплена. Всю неделю, пока меня здесь не было, шли дожди довольно сильные. Да и сейчас небо в тучках. Вот как воды добавилось в месте колодца. Ну, сантиметров 20. Сейчас посмотрю, что там на месте лагеря. Все так позарастало, что я уже не нахожу дорогу. Иду, ой, какой-то неправильной тропинкой. Ну вот водички как добавилось. Очень прилично. О, как неудобно стало проходить. Как за неделю быстро все это заросло. Может быть, вода уже и сошла, потому что сильно мокро здесь. Да, и здесь везде очень сыро. Надеюсь, сегодня выйдет солнце. Сейчас раннее утро. Может быть, за день хотя бы немного просохнет. Иначе придется спать на сырой земле. Комары, конечно, вообще издеваются. Я пока дошел, искусали капитально. Обувь немного промокла, и штаны тоже. Трава сильно мокрая после дождей.
Ну что, первым делом, даже не буду отдыхать. Сначала пойду проверю свой схрон, все ли там на месте. Что я оставил там и палатку, спальник, коврик. Много полезных вещей, в том числе и прикормки, горох, кукурузу и сыпучие прикормки. Это могло привлечь животных, и могли они там натворить делов. Поэтому идемте проверять. Ну вот, место схрона тоже затоплено водой. Здесь небольшая низинка, поэтому придется топать по воде. Ноги все равно уже мокрые, поэтому не страшно. Похоже, что все на месте. Животные ничего не растянули. Звери-то ничего не растащили, а вот мелкие вредители все-таки немного навредили. Видимо, отомстили за то, что не смогли добраться до прикормок в моем ведерке. Палатка и коврик вроде бы целые, а вот чехольчик от стула зачем-то они вот так вот изгрызли. Так, спальник сухой и целый, что не может не радовать. Так, ну и здесь все в порядке. Я переживал, что если вода сильно подымалась, то через отверстие в дне ведерка могла подняться и здесь. Но вроде все сухо, все хорошо. Да, еще один интересный момент. Вот этот контейнер с солью, который лежал на ведре, оказался в 3 метрах от места схрона. Но так и не удалось кому-то его открыть. Ну а прогноз погоды в своем репертуаре. Передавал на сегодня солнечную погоду целый день. Солнцем пока даже не пахнет. Так что я, как и прежде, считаю, что это бесполезная организация. Буквально 10 минут, как наговорил гадостей на прогноз погоды. Пока собирал удочки, солнышко начинает проглядываться. Метеоцентр исправляется. Ну что, я как обычно начну с рыбалки. Буду надеяться, что выйдет солнце и немного просушит место для палатки. Солнце это, конечно, хорошо, но я так понимаю, что здесь вода стоит не только из-за того, что намочило дождем, а просто-напросто здесь. Сейчас заброшу удочки и попытаюсь оперативно смонтировать это видео на смартфоне, но уже основной материал буду монтировать дома на компьютере. Если будут еще какие-то интересные сюжеты, то буду пытаться монтировать здесь также на телефоне, если будет хватать электричества пауэрбанков. Ну а с вами прощаюсь до следующего видео. И очень надеюсь на ваши рекомендации, как проще всего развести огонь без спичек.